Всем привет, с вами Давид, ты под прошлым роликом хорошо так навалила вопросиков. Да и в целом вам этот формат нравится, как я посмотрю, так что продолжим. Это вторая часть ответов на вопросы, жду ваши вопросы в комментариях под этим роликом, а мы начинаем. Что есть зло в разных смыслах, объективном, философском, мистическом и иных трактовках? Так, будем рассуждать сухо и по фактам. Зло — это понятие, которое люди понимают по-разному. В объективном смысле злом обычно называют действия, причиняющие страдания, разрушение или лишение свободы для другого человека. В философии зло может рассматриваться как отсутствие добра, эгоизм, хаос или сознательный выбор против морали. В религиозных и мистических трактовках зло, как правило, часто связывают с темными силами, грехом, демонами или отдалением человека от божественного порядка. В психологии зло иногда понимают как результат травм, страха, подавленных желаний или потери эмпатии. А в повседневной жизни люди называют злом все, что вызывает боль, несправедливость или ощущение угрозы. Лучший способ не допустить зло — это делать добро. Со злом невозможно бороться, ему можно просто не оставить места. Что вы думаете о столь ненавистном Шопенгауэру Гегеле? Это один из самых влиятельных философов 19 века, пытавшийся разъяснить развитие мира, истории и мышления как единый процесс. Он считал, что все развивается через противоречия и их преодоление. Для одних Гегель — это гений системной философии, сильно повлиявший на политику, культуру, науку. Для других это слишком сложный и абстрактный мыслитель, чьи идеи, соответственно, можно трактовать совершенно по-разному. Но вот тут и ловушка. Тех, кто говорит что-то хоть насколько-то приближенное к правде, довольно сложно понять, потому что правда сама по себе достаточно неоднозначна и многогранна. Грубо говоря, все непонятно и все предельно относительно. Даже вот взять восприятие вкуса. У меня мама очень любит сельдерей, обожает его. Я, если его ем, меня сразу выворачивает. Понятно, что вкусовые предпочтения формируются очень индивидуально, что отторжение вкусов и текстур может быть связано с какими-то травмами. Но даже если взять совершенно здоровых, вот просто идеальных людей, представления о вкусе так или иначе будут разниться. Тут человек задал сразу 3 вопроса, я возьму, который поинтереснее. Что думаешь о явлении появления двух сознаний при рассечении мозолистого тела мозга? Явление расщепленного мозга после рассечения мозолистого тела считается одним из самых необычных феноменов в нейропсихологии. У некоторых пациентов полушария начинают частично действовать независимо. Человек может одновременно хотеть разные вещи, а левая и правая рука одновременно выполнять разные действия. Одни ученые видят в этом доказательство того, что сознание может быть не единым, а составным процессом. Другие считают, что это не 2 полноценных сознания, а нарушение координации между частями одного разума. В философии это часто используют как аргумент в спорах о природе личности, я и свободы воли. Но вы поймите меня, я не нейропсихолог. Я практический психолог. Тут я какое-то субъективное мнение выдать не могу. Ведется ли исследовательская деятельность в современной психиатрии, клинической психологии, или это вспаханное поле? С академической точки зрения не ведется. Но с точки зрения практики исследовательская деятельность никогда не прекращается. Каждый человек настолько своеобразен и индивидуален, что применить к нему какие-то шаблоны зачастую бывает крайне непродуктивным мувом, скажем так. На самом деле вся деятельность практического психолога — это изучение человека. Изучение его парадигмы, его мировоззрения, подсвечивание актуальных и возможных путей решения проблемы и поддержка, помощь в прохождении этих путей вместе с ним. Отношение к Библии. Это собрание религиозных текстов, оказавшее огромное влияние на мировую культуру, мораль, философию и историю. Для верующих Библия считается божественным откровением и духовным ориентиром. Для историков важнейшим памятником древней мысли и культуры. Для философов источником идей о добре, зле, свободе, жертве и смысле жизни. Одни воспринимают ее буквально, другие как сложный символический текст, наполненный метафорами и архетипами. Несмотря на споры вокруг ее трактовок, влияние Библии на развитие цивилизации остается огромным. Лично я считаю, что не стоит верить всему на слово и воспринимать буквально. Каждый может открыть эту книгу и найти в ней что-то полезное для себя. Открой эту книгу агностик, верующий, атеист или кто бы то ни было. Опять же, если к религиозной литературе человек испытывает отвращение по тем или иным причинам, в любом случае жизнь его научит всему, чему она должна его научить. Как вы относитесь к творчеству? Что для вас является творчеством? Какие виды творчества больше любите, либо вас интересуют? Творчество в психологии считается одной из важнейших форм здоровой работы психики. Оно помогает человеку перерабатывать эмоции, снижать внутреннее напряжение и выражать то, что сложно объяснить словами. Когда человек рисует, пишет, лепит, сочиняет истории или даже просто, импровизирует, мозг начинает активнее создавать новые связи между разными областями мышления. Это улучшает гибкость ума, внимание, память и способность адаптироваться к стрессу. Кроме того, творчество напрямую связано с моторикой и сенсорикой. Игра на инструментах, рисование, письмо от руки, танцы и другие формы активности
активности тренируют координацию движений, мелкую моторику и взаимодействие между полушариями мозга. В психотерапии творчество часто используют как способ безопасно выпустить подавленные эмоции, снизить тревогу и восстановить чувство контроля над собой. Многие психологи считают, что творческая деятельность помогает человеку сохранять ощущение индивидуальности, внутренней живости, особенно в периоды эмоционального выгорания, депрессии или рутины. Есть несколько основных вещей, которые должны обязательно присутствовать в жизни человека для более-менее нормального существования. Вкусная пища, не обязательно должна быть дорогая, хороший сон, физическая активность, творчество, отдых и любовь. Ну, лично я люблю писать маслом. Вот все никак руки не доходят съездить купить холсты, эти наборы красок и набор кистей. Да, акрил сейчас значительно чаще используют, потому что он просто быстрее в работе. Вот, но масло как-то вот... Мне нравится сама эстетика обработки картины и вот этот вот долгий процесс написания картины маслом. Таких людей, как я, это очень хорошо тренирует в плане выдержки. Также эпизодическая игра на фортепиано, пение и, актерская игра. Прошу вас, я вам ничего не дам. Можете ли вы снимать и видео широкого формата помимо Q&A? А про что снимать? Уже записаны миллионы видео по теме психологии, я не думаю, что я смогу что-то новое, так сказать, дать. А высказывать свое мнение, это автоматически уйдет в философию, причем любительскую. Какой смысл высказывать свое мнение в таком формате, если это никак не улучшит жизнь людей? Я же буду в таком случае делиться не объективной, а субъективной точкой зрения. Но если вы действительно хотите послушать какие-то мои умозаключения по поводу какой-то обширной темы, я думаю, я могу такое организовать. Да. К слову, именно поэтому в качестве более крупного формата я взял ответы на вопросы. Идеи для видео и беспокоящие вопросы уже тут, прямо в комментариях. Если человек задает вопрос на такие ролики, значит ли это, что он не готов получить на него ответ? С точки зрения психологии, сам факт, что человек задает вопрос, еще не означает, что он готов услышать ответ. Очень часто люди задают вопросы не ради информации, а ради эмоционального подтверждения или, если угодно, надежды, поддержки или попытки снизить внутреннюю тревогу. Иногда человек уже подсознательно знает ответ, но психика еще не готова его принять, потому что он может разрушить привычную картину мира, задеть самооценку или потребовать болезненных изменений. Поэтому люди нередко продолжают искать новые мнения, смотреть ролики психологов и задавать один и тот же вопрос разным специалистам. Не из-за нехватки информации, а из-за внутреннего конфликта между желанием узнать правду и страхом перед ее последствиями. В психологии это часто связывают с защитными механизмами психики, когнитивным диссонансом и эмоциональной неготовностью к переменам. Но мне кажется, что мои зрители ответственные и осознанные люди и задают вопросы, чтобы прояснить картину. Могу я попросить своих чудесных зрителей поставить лайк? Это, говорят, помогает в продвижении видео. Есть жизненные ситуации, когда четко понимаешь, что и как нужно делать, но в моменте творишь полную ерунду. А почему так происходит и как это можно поправить? С точки зрения психологии это происходит потому, что знание и поведение — это не одно и то же. В спокойном состоянии человек может прекрасно понимать, как правильно поступить. Но в момент сильных эмоций управление перехватывают более древние механизмы психики. Страх, тревога, импульсивность, желание избежать боли или получить быстрое облегчение. Мозг в такие моменты работает не через рациональный анализ, а через автоматические реакции и старые поведенческие шаблоны, которые, соответственно, формировались годами. Поэтому человек буквально может наблюдать, как делает то, что сам считает ошибкой. Также на это влияет стресс и перегрузка нервной системы. Когда эмоции становятся слишком сильными, способность к самоконтролю, соответственно, временно снижается. Ухудшается внимание, сужается восприятие, так сказать, ситуации. Решения принимаются быстрее и менее осознанно. Особенно часто это проявляется в конфликтах, отношениях, тревожных состояниях или зависимостях. Исправляется это обычно не просто силой воли, а постепенной тренировкой новых реакций. В психологии для этого используют развитие осознанности, работу с эмоциональной регуляцией, анализ автоматических мыслей и постепенное формирование новых привычек поведения. Чем чаще человек замечает свои реакции до того, как они полностью захватывают его, тем больше у него появляется пространство между импульсом и действием. А именно в этом пространстве и появляется настоящий выбор. Георгий, привет. Привет. Расскажи, как ты сохраняешь рассудок при работе с пациентами? Никак. Которые своими проблемами тебя заваливают. Ты же не можешь не пропускать их через себя, чтобы дойти до сути. Или можешь, или нет. Я не дуршлаг все-таки. Полностью не пропускать через себя человека в нашей профессии невозможно. Да и, честно говоря, это было бы плохим признаком. Без эмпатии психолог превращается просто в наблюдателя с набором техник. Но и растворяться в чужих переживаниях тоже нельзя. Иначе специалист очень быстро эмоционально выгорит, и, соответственно, перестанет быть полезным. Поэтому со временем, будучи психологом, учишься важному навыку — быть
эмоционально включенным, но при этом сохранять внутреннюю опору и профессиональную дистанцию. Опытный психолог не забирает чужую боль себе, а скорее создает пространство, в котором человек может безопасно ее прожить и осмыслить. Это похоже на работу врача, между прочим. Хирург понимает, что перед ним живой человек, но во время операции ему важно сохранять ясность рук и мышления. Ну, в психотерапии приблизительно так же. Ты сопереживаешь, но одновременно удерживаешь аналитическую позицию, чтобы, соответственно, видеть картину шире, чем сам клиент в моменте. Ну и, разумеется, здесь очень важна личная гигиена психики. Супервизии, собственная терапия, отдых, умение отделять работу от личной жизни и способность замечать, когда история клиента начинает слишком сильно задевать твои собственные внутренние, так сказать, темы. Хороший психолог — это не человек, которого ничего не трогает. Это человек, который умеет выдерживать чужие эмоции, не разрушаясь вместе с ними. Как помочь зависимому от чего-либо и самому не погрязнуть в зависимости? Помощь зависимому человеку — это всегда очень тонкий баланс между поддержкой и сохранением собственных границ. Главная ошибка близких в том, что они начинают жить чужой зависимостью, контролировать, спасать, постоянно вытаскивать человека из последствий его поступков. Ну, как ни странно, такая помощь только укрепляет зависимость. Потому что человек перестает сталкиваться с реальностью своих действий. Важно понимать, что вы не можете вылечить другого человека силой своей любви, ну там логики, жертвенности и так далее. Изменения обычно начинаются только тогда, когда человек признает проблему и готов брать ответственность за свои действия. Поддержка работает лучше всего не через тотальный контроль, а через спокойное присутствие, честный разговор, сохранение границ и предложение профессиональной помощи. Чтобы самому не погрузиться в созависимость, важно сохранять собственную жизнь, свои интересы, отдых, круг общения, эмоциональные опоры и ощущение отдельности от проблемы другого человека. Если вся ваша психика начинает крутиться вокруг спасения зависимого, это уже опасный звоночек. Нельзя вытаскивать человека из воды, если уже сам начинаешь вместе с ним тонуть. Покажите котов, пожалуйста. Точнее, они очень стесняются камер. Я на стриме еле-еле там одного показал. И не хочется все часто будет в шерсти. Так что вот вам фотографии котиков. Это старший, Орик. А это младший, Алик. Кстати, коты положительно влияют на психику человека, благодаря ощущению спокойствия, предсказуемости и эмоционального контакта. Поглаживание кота и даже звук мурчания помогают снижать уровень стресса и тревоги, потому что нервная система начинает переходить в более расслабленное состояние. Кроме того, животное дает человеку чувство привязанности, снижает ощущение одиночества и создает эмоциональную рутину. Особенно важно это в периоды выгорания, депрессии или сильной усталости. В психологии даже существует отдельное направление анималотерапии, где контакт с животными используется как дополнительный способ эмоциональной поддержки и восстановления. Расскажите про механику работы СДВГ в мозгу. Надоело, что его преподносят как будто бы это психологическая проблема, а не нейрохимия. СДВГ, то есть синдром дефицита внимания и гиперактивности, в современной науке действительно рассматривается не просто как психологическая проблема или отсутствие силы воли, а как особенность работы мозга в нейрохимии. Основную роль здесь связывают с системами дофамина и норадреналина. Это вещества, которые участвуют в мотивации, внимании, ощущении награды, контроля импульсов и способности удерживать фокус. У людей с СДВГ префронтальная кора мозга, область, отвечающая за самоконтроль, планирование и удержание внимания, работает иначе. Мозгу становится сложнее поддерживать стабильный уровень активации на задачах, которые не дают быстрого эмоционального или дофаминового отклика. Поэтому человек может часами гиперфиксироваться на чем-то интересном и буквально зависать, но испытывать почти физическую невозможность начать скучную, рутинную или отсроченно полезную задачу. Из-за этого окружающим часто кажется, что проблема в лени или недостатке дисциплины. Хотя для самого человека это больше похоже на неисправную систему переключения внимания и мотивации. Многие люди с СДВГ прекрасно понимают, что им нужно делать, но мозг как будто не выдает достаточно внутреннего сигнала для запуска действий. Именно поэтому медикаментозная терапия у части людей оказывается настолько эффективной. Препараты не делают человека умнее, а помогают нормализовать работу нейромедиаторных систем, связанных с вниманием и саморегуляцией. При этом психология тоже играет роль, но скорее как способ адаптации к особенностям мозга. Терапия, режим, сон, физическая активность и навыки организации помогают выстраивать внешние опоры там, где внутренние механизмы саморегуляции работают нестабильно. Вопрос первый. Есть ли стабильный график стримов? Я чуть поискал и не нашел. Вопрос второй. Меня смущает, что от сигарет мне очень сильно плохо в моральном плане, а Виагра вызывает галюны. Мне не очень понятно, куда с этим идти. Возможно, психология тут в тему. Вы очень классный, мой краш и почти кумир. Вот вам сердечко от души. Спасибо, забираю. Ответ первый.
я стараюсь стримить практически каждый день, кроме воскресенья. Но жизнь регулярно вносит какие-то элементы рандома, и это в прошлом видео я об этом рассказывал, поэтому в самом крайнем случае можете просто следить за группой Telegram, она ссылочка в описании, там всякие анонсы, отмены, шматмены и все на свете. Ответ второй. Ну, это прям крепенькая симптоматика. То, что вы описываете, особо сильные изменения состояния от веществ и галлюцинации на фоне Виагры, все-таки лучше обсудить не только с психологом, а в первую очередь с врачом, с психиатром или там неврологом. Такие реакции могут быть связаны как с индивидуальной чувствительностью нервной системы и нейрохимии, так и с особенностью сосудистой или психической реакции организма. А по поводу комплиментов в мой адрес. Я человек сентиментальный, но стараюсь, так сказать, не превратиться в жижу розового цвета и не разлиться по этим самым комментариям с комплиментами. Поэтому постараюсь сейчас сухо достаточно ответить. Подобное притягивает подобное. И если вы меня смотрите, я вам нравлюсь, вы считаете меня классным, значит, вы сами такие же. Да, кстати, у меня для вас тоже кое-что есть сейчас. Одну минуту. Нет, дай... Раз уж автор начал отвечать на вопросы, я задам свой, пожалуйста. Как победить лень? Я просто уже не могу. Мне нужно делать дела, а я все фокусируюсь на какой-то фигне и не могу внимание перевести на что-то иное. То, что люди называют ленью, очень часто оказывается не настоящей ленью, а проблемой с регуляцией внимания, мотивацией, тревогой или эмоциональным истощением. Особенно, когда человек не отдыхает с удовольствием, а буквально застревает в бессмысленном скроллинге, отвлечениях или гиперфиксации на чем-то одном. При этом внутри постоянно чувствуя вину за недоделанные дела. В такие моменты мозг, он как бы ищет самые быстрые источники дофамина и избегает задачи, которые требуют долгого напряжения без мгновенной награды. И проблема в том, что чем сильнее вы себя давите фразами вроде там «соберись уже», «что-то это самое», «активируемся», тем больше тревоги и внутреннего сопротивления по итогу возникает. Психика начинает воспринимать задачи не как действие, а как угрозу перегрузки. Поэтому часто помогает не попытки резко стать дисциплинированным человеком, а снижение порога входа. Начать задачу там буквально с 2-5 минут, разбивать дела на очень маленькие этапы, убирать лишние раздражители и не ждать мотивации как чувство перед действием. Если же ощущение «не могу заставить себя жить нормально» становится постоянным, сильно мешает работе, быту, там, концентрации, то тогда за этим могут стоять не только стресс и усталость, но и тревожные расстройства, депрессивные состояния или особенности, вот как раз таки в духе СДВГ. И в таком случае помощь специалиста — это не слабость, а попытка понять, как именно работает ваша психика, а не бесконечно, так сказать, воевать с собой и самобичеваться. Считаешь ли себя философом? Смог бы открыть чьи-то учения на месте других философов? Каких учений придерживаешься и какие недолюбливаешь, кстати говоря, не понимаешь. Философ — это скорее состояние, если мы не говорим про профессиональную философию. Мы же все задумываемся о смысле жизни, о том, какие объяснения для себя можно найти, строим какие-то теории. Вот чем это не философия? Смог бы я открыть что-то на месте других философов? А откуда я знаю? Я на месте других философов не был. Я считаю, что практически любому учению есть место. Сколько людей, столько и способов достичь успеха. Чем обусловлен рост развития психических заболеваний у людей, в особенности у более молодых поколений? Я слышал тейк о том, что из-за намного большего количества информации, но особо большего ничего. С точки зрения психологии, рост психических расстройств у молодого поколения обычно связывается сразу с несколькими факторами, а не с одной причиной какой-то. Большую роль играет информационная перегрузка. Мозг современного человека постоянно находится в потоке стимулов, сравнений, тревожных новостей и давления социальных сетей, из-за чего нервная система реже переходит в состояние полноценного отдыха, иногда вообще не переходит. Кроме того, изменился ритм жизни в целом, стало больше неопределенности, социальной изоляции, хронического стресса, проблемы со сном и необходимости постоянно быть продуктивным или успешным. При этом важно понимать, что часть роста связана еще с тем, что люди стали лучше распознавать и диагностировать психические состояния, о которых раньше просто молчали. Ну, или считали их особенностью характера. Как вот то же самое лень, вот это. Что вы бы посоветовали насчет зависимости от телефона? Зависимость от телефона работает чаще всего как быстрый способ получить дофамин. Отвлечься от тревоги, скуки или внутренней перегрузки. Полностью запретить себе телефон, ну, это в наших реалиях тупизна. Психика начинает только сильнее тянуться к стимулу. Лучше работает постепенное изменение среды. На пятницу. Убрать бесконечные уведомления, ограничить самые затягивающие приложения, создавать периоды без экрана и заполнять их чем-то, что дает мозгу более живой отклик. Это общение, движение, творчество, да и в целом реальные задачи. Важно не только отнимать стимул, но и возвращать
психике, другие источники интереса и внимания. А где можно найти информацию о записи к вам на прием? Ну и, естественно, какая цена, а то моя глюпи не находить. Не бойся, брат, я помогаю тебе. Для записи на прием можете писать мне под последним постом в Телеграме. Ссылку я оставлю в описании, разумеется. Я с вами свяжусь и все объясню. Благодарю за просмотр, пишите ваши вопросы в комментариях. Буду очень признателен за лайк и подписку. А если вы колокольчик нажмете, не отождествляйтесь и берегите свою психику. Она и так получила по полной программе за последнее время. Ну, кто ходит регулярно на стримы, Гусфрапа.